Доброе утро. Я в Цинциннати, штат Кентукки. Город разделен пополам. Половина города в штате Огайо, а половина города в штате Кентукки. Так вот, я в Кентукки. Мир не без добрых людей. Случайно встретил человека. Цель моя не остаться и работать, а ехать дальше, познавать Штаты. Но этот город я уже помечу жирной галочкой, что он действительно с хорошими людьми. Уже позавтракал, взял кое-какую провизию. После обеда, я думаю, будет очень жарко сегодня. Мне надавали с собой воды и очень вкусного хлеба домашнего. Там банан, изюм, орехи. Очень питательная штучка. В общем, я готов ехать дальше. Посмотрим, что сегодняшний день нам принесет. Покормить своего железного коня — задача номер раз. О, наелся. $15. 4 галлона. Вовремя я приехал, прям с утра. Еще народу не подтянулось много. Банан — беспроигрышный вариант. Не надо мыть руки, чтобы кушать. Калорийный. Ну и несколько дней поживет. Подошел к информации. Hey, isn't this a lightning right here? No. Nope. No, not in there. The lightning would have been here, but it's It's been up Here, moved. baby. The lightning is sitting right there in Coldwater, right there. Как здесь правильно ходить? Я хожу против часовой, все ходят по часовой. Все-таки взял карту. Более правильный выход. Я посетил всего лишь один ангар. Ходил, в принципе, быстро. Особо не задерживался, много не читал. Провел здесь уже 1,5 часа. А здесь 4 ангара. И еще есть отдельный павильон, посвященный ракетам и оружию. B-52 Around the World. Март 80-го года эта картина создана. Увы, это мечты. Вокруг шарика летают другие объекты. Не Б-52. Здесь в полную величину стоят самолеты. Вот этот японский, который во времена Второй мировой бомбил Перл-Харбор. И тут же рядом стоит, наверное, как ответ, бомбардировщик, который возил бомбы на Японию. Вот такая вот бомбочка была. Прикольно. Я как будто в Хаббле. Вот передо мной экран. Я могу тут управлять, джойстики. Хьюстон, Хаббл на связи. О, летим. Миссия провалена. Я не заехал в Хаббл. Остался в открытом космосе. Будут меня искать. Отправили спасательную группу. В Америке везде есть вода. Вы можете попить в любом общественном месте. Причем не нужно стаканчиков. Просто стоит такой аппаратик, нажимаете кнопочку сбоку. Ага. О, работает. Сильнее надо. Давай. И все. Не думал я, что встречу здесь Хана Соло. Вот вертолет Сикорского. Мигрант из России. Не был признан и оценен по достоинству в своей стране. Мигрировал в США и начал строить вертолеты. В Америке был оценен по достоинству. И все вертолеты американские были построены по его чертежам. Отдельный стенд посвящен МиГ-15. Американцы не могли понять секрет МиГа.
F-15 и почему на один сбитый МиГ приходилось 7-8 американских F. И однажды один предатель угнал МиГ и перегнал его к американцам. Этот МиГ был доставлен в США. И была поставлена задача разобрать его до болтика, чтобы понять, в чем секрет. Его разобрали, и они поняли, что он ничем не отличается от F. Дело в том, что пилоты отчаянные, потому что их учили русские. Русский дух, хрен победишь. В этом весь секрет русских побед. Вот он. Все помнят фильм «Трансформеры». Вот он, старичок, старый трансформер. Если верить тому фильму, то он отсюда улетел. Большой такой. Вот он, трансформер. Это самолет Трумэна. Дуглас VC-118. Посмотрим, на чем Трумэн летал. На этом самолете летал Франклин Рузвельт. Кто толще этих ворот, самолет идти не может. Вот на этом самолете летал президент Эйзенхауэр. А теперь он стоит здесь. Пойдем посмотрим, как летали президенты в 1955 году. Это самолет президента Джона Кеннеди. Джон Кеннеди летал именно на этом самолете. Это первый самолет, который был построен компанией Boeing специально для нужд президента. Бортовой номер его 2630. Так он и назывался, 2630. И приземлился он здесь, на территории музея, в 1998 году. И с 1998 года этот самолет нашел покой как экспонат. Первый самолет, который был построен специально для нужд президента. Команда 7 человек, плюс 40 пассажиров вмещает этот самолет. Здесь уже все для президента. Специальная связь, специальная кухня, специальные кабинеты. Узковато, учитывая, что даже я не широкими плечами. Ну, все равно вот между стенами идти мне приходится сжиматься. Круто! В этом самолете летали президенты, и я по нему походил. Смотрели фильм «Тюремный самолет»? Это он. Но только в кино он почему-то казался больше. Я вот сейчас смотрю на него. Не такой уж он и большой. Война войной, обед по расписанию. Тарам. Вот так вот. Так и питаемся. Thank you. Вышел на улицу. Здесь по Фаренгейту, наверное, больше 90. По Цельсию это больше 30. Жара. Впечатляет, конечно, подход американский ко всему. Все глобально, все масштабно. Вот это правильный подход. Если что-то делать, на 100%. Поехали в Детройт. Вот стою и одеваюсь. И как в той поговорке. Стою на асфальте, я в лыжи обутый. То ли лыжи не едут, то ли я. Потому что впереди погода хорошая, а дождь, сволочь, все равно идет. Самое опасное время, когда дождь начался, первые 20 минут. Потому что все масло,
Вся отработка от колес и пыль, это все только намокло и стало пленкой. И первые 20 минут ехать наиболее опасно. А когда дождь это размочит, уже через 20 минут это все отойдет и превратится в единую массу. Тогда сцепление колес будет гораздо лучше. Аккуратненько поедем, не торопясь. Детройт. Я в Детройте. Познакомился с девушкой, которую зовут Габриэлла. Габи любезно пригласила меня в нее остаться. Детройт встретил меня дождем. Гром гремит. В магазин сходил. А все равно настроение хорошее. Вечер в Детройте, можно сказать, удался. Я нашел магазин, немножко попал под дождь, но самое главное, я успел доехать сухим. И сейчас вот приготовил легенький ужин, относительно легенький. У меня есть душ, у меня есть горячая и хорошая еда, у меня есть место, где переночевать. Что еще нужно?